4 сентября. Пробую заготавливать сенаж с отавы костра. Сгребаю пока по 2 волка. Вроде бы получается вполне себе, хотя, наверное, имеет смысл попробовать 3. Потому что как-то вроде и густая трава была, но мелковато. А желательно, чтобы волок здесь был все-таки шириной с подборщик. Переставил на 3 волка. Так, по-моему, получше маленько. Вот, значит, 3 волка. Тут 2 было. Третий вот пошире получается. По высоте они примерно одинаковые. Но желательно все же вот такой более широкий, чтобы юг набивался равномерно. Так-то волки здесь не особо толстые. Рулон, не сказать, что прям очень тяжелый, килограмм 30, наверное. Так вот пока прессуется. По прессованию, что хочу сказать, что самое главное в начале рулона давать побольше оборотов, чтобы масса веселее закидывалась в камеру. Иначе иногда может он не крутиться, не закручиваться рулон, в общем. По крайней мере, так было, когда я с волков прессовал. Здесь вроде пока такой проблемы нет. С волков с подкосилки сразу напрямую. Здесь я вот не стал прессовать напрямую. Трава такая довольно мелкая, не цепкая, много потерь будет. Второй день прессования сенажа. Прессую напрямую. Здесь достаточно густая трава. Отбирается вот так вот. Немного остается, но это, думаю, ничего страшного. Даже если какой дождь будет, она высохнет, и можно будет потом сгрести на второй раз. Вот трава сейчас, пожалуй, такая вот самая сенажная. Лист уже такой местами ломкий, стебель живой еще. То, что вчера сгребал, сделал 53 рулона, и сегодня остатки еще 18. По самому процессу прессования, как можно сказать, что в принципе работается, ну, как с сеном. Только волки, конечно, нужно немного потоньше делать. Там, где, допустим, я вот вчера сгребал по 3 волка, обычно я бы на сено загреб бы их 5. Ну, 4 точно, но, ну, скорее всего, и 5 даже. Вот, а скорости рабочие передачи такие же, как и на сене. Хотя забивается, конечно, немного почаще. Вот кучки лежат, видно. Вот. Там тоже вот
Есть. Но в целом работать можно. Третий день заготовки. Вчера убрал 57 рулонов, всего 110 пока получается. Сегодня допрессовываю здесь остатки, прессую с волков, так в принципе даже лучше идет. Производительность 30-40 рулонов в час, где-то столько же на обмотке. Но будь обмотчик с приводом, думаю, было бы быстрее. Около сотни в день было бы реально делать, точно. Пока выводы такие. Если волок 60 сантиметров и шире, хорошо убирается напрямую после косилки. Если уже, то лучше сгрести, иначе это будут пустые километры по покосу. Рулоны набирается очень долго. Вот конец третьего дня уже. Последний, так сказать, заход. Уже практически сено, но местами вот сыровато еще, стебли сырые. Такой рулон бы из пленки, скорее всего, ну не сгорит, но побелеет точно. Как бы и посушить, но вон тучи идут. Скоро дождь будет, наверное. В принципе, основную часть убрал, вот осталась тут полоска, да, вон там вот густота самая. А мелочи не страшно, она и высохнет потом быстро. Ну все, а теперь небольшое видео про обмотчик.